Добрый день, уважаемые коллеги. Э, Приходится делать внеочередную запись, потому что после первой нашей школы по выживанию, по микросателлитной нестабильности, буквально в течение недели на консультацию пришло 5 внешних случаев. И, так сказать, они поставили меня немножко в тупик, потому что в них встречались артефакты, о которых мы совершенно не поговорили. И поэтому сегодня мы разберем 5 дополнительных случаев и один дополнительный алгоритм, который нам будет необходим для того, чтобы выжить, когда у нас на столе оказались препараты, окрашенные на ферменты репарации неспаренных оснований. Поехали. Итак, перед нами случай соскоба из тела матки. При рассмотрении на большом увеличении складывается впечатление, что это эндометриоидная аденокарцинома. Материал прислан на микросателлитную нестабильность. Начнем его анализ по нашему алгоритму. То есть мы смотрим парами MLH1 PMS2 и MSH2 MSH6. Наиболее часто с точки зрения статистики международной выпадает пара MLH1 PMS2, с нее и начнем. С птичьего полета видно, что в этом материале наблюдаются фиксационные артефакты, потому что у нас есть такой градиент от периферии к центру, когда периферия окрашена более интенсивно, центр менее интенсивно. Посмотрим, что окрасилось. Окраска достаточно интересная. Вот так она выглядит на периферии. Мы видим некоторое гранулярное ядерное окрашивание в опухолевых клетках и выраженное монотонное гомогенное окрашивание в клетках стромы. Причем, ну вот давайте посмотрим, например, здесь, да, стромальные клетки вытянутые, опухолевые клетки такие более округло-овальные. И интенсивность окрашивания стромальных клеток выше, чем интенсивность окрашивания опухолевых клеток. Но все-таки в опухолевых клетках какую-то ядерную реакцию мы наблюдаем, у нее есть градиент, на периферии образцов интенсивность ядерной реакции выше, в центре интенсивность ядерной реакции ниже, хотя все равно какая-то гранулярность в ядрах сохраняется. Складывается впечатление, что потери экспрессии MLH1 нет, что просто мы наблюдаем фиксационный артефакт. Когда мы посмотрим PMS1 в этих же зонах, можно четко увидеть, что да, есть некоторая фоновая цитоплазматическая экспрессия, однако полная потеря ядерной экспрессии и сохранение выраженной экспрессии в стромальных клетках, то есть во внутреннем позитивном контроле. Пара MSH2 и MSH6 полностью сохранна. Ну, можно для примера посмотреть экспрессию MSH2. Тут, так сказать, никаких фокусов. Наше правило соблюдается. Если фермент репарации неспаренных оснований экспрессируется нормально, то интенсивность окрашивания опухолевых клеток выше, чем стромальных. Мы стромальные фактически не видим на фоне опухолевых. Поэтому здесь все хорошо. Итак, в этом случае мы имеем полное выпадение экспрессии PMS2 и, казалось бы, сохранную экспрессию MLH1. Как мы знаем из прошлого нашего разбора, такая картина характерна для синдрома Линча. И, честно говоря, исходно этот материал примерно так и был репортирован, что в опухоли наблюдается изолированное выпадение PMS2, необходимо тестирование на синдром Линча. В чем здесь проблема? Проблемы здесь две. Первая заключается в том, что синдром Линча с изолированным выпадением PMS2 – это крайне редкое явление. Но фактически за весь период наблюдения в Москве, за весь период тестирования, всего достоверно 5 пациентов с синдромом Линча с изолированным выпадением PMS2 наблюдается в самой большой когорте этих пациентов в колопроктологии.
Поэтому, если мы видим такой паттерн, то это должна быть крайне редкая история. Вторая проблема заключается в том, что у гена ПМС2 очень много псевдогенов, и, соответственно, секвенировать его крайне сложно, и определять в нем герминальные мутации тоже. Поэтому мы должны быть абсолютно убеждены в том, что это изолированное выпадение ПМС2, и мы можем искать у пациента синдром Линча. Если мы посмотрим на, так сказать, характеристики этой женщины, то станет понятно, что она фактически родилась в конце 40-х годов. То есть это совершенно не линчевая история с точки зрения эпидемиологии, никакого семейного анамнеза у этой пациентки нет, и у нее изолированный, гормон-зависимый рак эндометрия, в общем, крайне характерный для пожилых постменопаузальных женщин. Вторая особенность, которая бросается в глаза, заключается в том, что здесь нарушено наше четкое правило, что если в опухоли сохраняется экспрессия фермента репарации неспаренных оснований, то экспрессия в опухолевых клетках должна быть значительно ярче, чем в стромальных. Фактически стромальные должны теряться. В то время как здесь мы видим, даже в центральных отделах, где, казалось бы, нарушение антигенной сохранности и так далее и тому подобное, потерю интенсивности экспрессии ядерной в опухолевых клетках и выраженную экспрессию в стромальных. А характер экспрессии в ядрах опухолевых клеток, он очень занятный. Фактически это dot-like экспрессия. Да, экспрессия в виде пятен и точек. Вот в этом ядре, например, крупным 4 точки. Да, в этом, так сказать, 5. Там в этом 2. В этом 2. Тут в этом вообще одна крупная точка. Этот характер экспрессии крайне нетипичен для сохранной экспрессии гена MLH1. Это типичный артефакт, который свойственен совершенно определенной системе определения гена MLH1. Этот артефакт появляется тогда, когда мы используем клон М1 на иммуностейнере Вентана с системой амплификации сигнала OptiView. Вот в этих условиях в части опухолей матки и кишки при определении дефицита ферментов репарации неспаренных оснований, при полной потере функциональной экспрессии MLH1 мы можем наблюдать артифициальное, гранулярное, ядерное такое, dot-like подобное окрашивание с этими антителами клона М1. Поэтому на самом деле у этой пациентки, скорее всего, нет синдрома Линча. Если и делать герминальное тестирование, то не гена ПМС2, а гена MLH1, но наиболее вероятно у нее будет метилирование промотора гена MLH1, что типично для спорадического рака тела матки пожилых с микросателлитной нестабильностью. И у этой пациентки на самом деле выпадение пары MLH1, ПМС2 и артифициальное окрашивание может, так сказать, сбить патолога и создать сложности в интерпретации. Посмотрим второй похожий случай. Это трипанобиоптат опухоли поджелудочной железы. Фактически среди всех столбиков инвазивный компонент опухоли представлен одним единственным фокусом. Если мы посмотрим его на большом увеличении, очень хорошо видно, что этот фокус представлен аденосквамозной карциномой. И картина иммуногистохимическая наших ферментов репарации, она, в общем, практически аналогична предыдущему случаю. Да, здесь нету фиксационного артефакта, нету центрального снижения окрашивания, потому что это биоптат, он сразу попадает в формалин, и фактически время холодовой ишемии составляет секунды, да, поэтому здесь просто не успевает градиент возникнуть. Но характеристика экспрессии точно такая же. При изучении экспрессии MLH1 антителами клона М1 на Вентане мы видим, что стромальные клетки, лимфоциты, инфильтрирующие опухоль, и стромальные фибробласты имеют выраженную ядерную, достаточно гомогенную экспрессию MLH1. В то время как в опухолевых клетках мы видим вот эту dot-like в виде таких точек, более слабую экспрессию. Опять нарушается наш принцип, что при сохранной экспрессии MLH1 в опухоли
в ядрах должна быть экспрессия выраженнее, чем строма, строма должна быть еле заметная. Здесь наоборот, строма бросается в глаза, а в опухолевых ядрах нужно разглядывать вот эту вот точечную dot-like экспрессию. И это опять же наш типичный для этого клона этой системы детекции артефакт, гранулярный ядерный, так сказать, перекрестной, вероятно, реакции с каким-то другим антигеном MLH1. Природа этого феномена не ясна. Кто-то связывал ее с, так сказать, малым временем фиксации на биоптатах, потому что на биоптатах этот феномен наблюдается чаще, чем в операционном материале. Кто-то связывал этот феномен с, так сказать, конкретно клоном М1, но, вероятно, клон М1 с другой системой детекции не обладает, так сказать, ну вот таким признаком, да. Кто-то, так сказать, считает, что, скорее всего, это как раз артефакт, который возникает при комбинации клона М1, ну, с какой-то системой аналогичной тираминовой амплификации сигнала. Ну и ПМС-2 в этом же случае конкретном, вот, посмотрим, здесь его, так сказать, полное выпадение. Что и должно быть. И на самом деле интерпретировать MLH1 вот при такой dot-like или гранулярной ядерной реакции как раз и помогает окрашивание на ПМС-2. Здесь, да, есть некоторый цитоплазматический фон, который может наблюдаться при окрашивании этими антителами на вентане с, так сказать, тираминовой, ну, с амплификацией сигнала, с OptiView. Вот. Но в ядрах опухолевых клеток мы видим полное отсутствие экспрессии ПМС-2. То есть фактически правильную интерпретацию экспрессии MLH1 помогает нам оценка экспрессии ПМС-2. Здесь также наблюдается выпадение двух ферментов репарации неспаренных оснований. И это, в общем, абсолютно классическая история для аденокарциномы поджелудочной железы. И здесь мы также должны помнить, что фактически мы наблюдаем пациента пожилого возраста, 54 года рождения, с опухолью, первичной опухолью поджелудочной железы, абсолютно нетипичного для синдрома Линча гистологического строения. Мне кажется, только один аденосквамозный рак вообще описан при синдроме Линча в настоящее время в органах желудочно-кишечного тракта, и то в толстой кишке, да, то есть аденосквамозная карцинома, она крайне не характерна для синдрома Линча, и еще и как бы с изолированным выпадением ПМС-2. Нет, это крайне редкая ситуация. И одно из таких вот лайфхаков, да, основных правил заключается в том, что если мы видим изолированное выпадение ПМС-2, ну, всегда ищи какой-то артефакт окрашивания MLH1. MLH1 в подавляющем большинстве случаев, практически во всех, которые встретятся вам в течение жизни, MLH1 будет артифициально окрашен, если у нас складывается впечатление об изолированном выпадении ПМС-2. Обобщим наши наблюдения. Важно помнить о следующем, что при использовании клона М1 с системой детекции OptiView может наблюдаться гранулярная ядерная реакция с антителами к MLH1, которая не говорит о сохранном статусе протеина. Наоборот, она говорит о том, что промотор гена MLH1, скорее всего, метилирован и экспрессия нарушена. Да, то есть это артифициальная гранулярная ядерная реакция. Бывает так, что не наблюдается именно гранулярный паттерн ядерного окрашивания MLH1, а просто снижается интенсивность окрашивания MLH1 по отношению к внутреннему контролю, опухоль инфильтрирующим лимфоцитам и фибробластам. Это тоже говорит о снижении, нарушении экспрессии ферментов репарации неспаренных оснований. И этот паттерн тоже расценивается как, ну, фактически потеря MLH1 с артифициальной экспрессией. Поэтому у нас в таких случаях может складываться ложное впечатление об изолированной потере ПМС-2. ПМС-2 помощник. Он вот при этих двух первых паттернах, при гранулярной ядерной экспрессии с клоном М1 и при снижении экспрессии MLH1 по отношению к внутреннему контролю, ПМС-2 обычно полностью теряется. Единственное, что там может быть, это цитоплазматическая экспрессия белка.
Поэтому в таких случаях складывается ложное впечатление об изолированной потере экспрессии ПМС-2, что потенциально может привести к гипердиагностике синдрома Линча, которую крайне сложно доказать, которая сама по себе крайне редка, ее крайне сложно доказать, потому что изучение герминальных мутаций ПМС-2 существенно затруднено из-за многочисленных псевдогенов. Поэтому в этой ситуации необходимо молекулярное тестирование, да, и, эти случаи можно репортировать как сомнительные, если кто-то боится, в лоб ставить потерю MLH1 и PMS2, и, соответственно, отправлять материал на молекулярное тестирование. Если это колоректальный рак, то можно сделать обычный пентаплексный ПЦР для определения микросателлитной стабильности. Если это опухоль матки, то либо НГС для определения микросателлитной стабильности, либо, соответственно, нам нужно делать более сложные тесты. И если мы подытожим, наше короткое правило: если у нас субклональное выпадение при адекватном внутреннем контроле, мы репортируем его как потерю экспрессии. Если у нас слабое очаговое окрашивание при выраженном во внутреннем контроле, мы репортируем как потерю. Если у нас dot-like, такая гранулярная ядерная экспрессия при адекватном внутреннем контроле, мы репортируем как потерю экспрессии MLH1. Да, и если у нас цитоплазматическое окрашивание при адекватном внутреннем контроле, мы тоже репортируем как потерю. Фактически, если вот так делать, все правильно, то как сомнительную экспрессию мы расцениваем только те случаи, когда у нас полная потеря и в опухолевых клетках, и в стромальных, да, во внутреннем позитивном контроле, и те случаи, когда у нас снизилась экспрессия в опухолевых клетках, и точно так же снизилась экспрессия в стромальных. То есть тогда, когда стромальные не ярче опухолевых. Вот эти два случая, это истинные неочевидные реакции. Вот молекулярное тестирование, оно необходимо абсолютно в этих двух случаях, когда мы на самом деле вообще по иммуногистохимическому тесту не можем сказать, какой паттерн экспрессии фермента репарации ДНК. В остальных случаях мы можем репортировать потерю экспрессии. Да? То есть это будут ложно-позитивные паттерны, здесь перечислены MLH1 с клоном M1. Вот это уже образец колоректального рака, не рака тела матки. И, он как раз для меня очень важен именно тем, что данный феномен в колоректальном раке наблюдается достаточно редко. Мы видим, что у этого колоректального рака муцинозная гистология преимущественно, или, такой неклассический паттерн безгрязных некрозов. Да? И вот в зонах муцинозной гистологии немножечко окрашивание некоторых маркеров отличается от других. MLH1. Обычная окраска, характерная для сохранения экспрессии, опухолевой клетки, ярче стромальных. PMS2. В общем, картина фактически такая же. В зонах и в тех, конечно, снижено окрашивание, да, снижена интенсивность, но мы прекрасно понимаем, что если белок сохраняется в опухолевых клетках, то он всегда будет ярче, чем строма. Поэтому, да, здесь есть некоторое нарушение антигенной сохранности, в результате чего суммарно все понизилось, но при этом в строме полностью пропало, а в опухолевых клетках экспрессия еще осталась, поэтому это тоже сохранение экспрессии белка. Здесь все нормально. MSH2. В общем, картина такая же. Опухолевые клетки ярче стромальных. А вот MSH6 уже с птичьего полета видно, что существует зона, в которой, скорее всего, будут какие-то фокусы. Вот зона обычного гистологического строения. Опухолевые клетки ярче стромальных. А вот зона, где у нас обратный паттерн. Где мы видим стромальные клетки окрашены, при этом в опухолевых клетках полное выпадение. Итак, мы видим достаточно редкий паттерн, при котором мы наблюдаем субклональное, полное выпадение экспрессии гена MSH6. Такое может наблюдаться и спорадически, изредка, и при синдроме Линча. Конечно, здесь нужно обязательно молекулярное тестирование, так как это колоректальный рак. Лучше с макродиссекцией мы выделяем зону с потерей MSH6
и выделяем зону без потери. Здесь возможна любая комбинация. Здесь может быть микросателлитная нестабильность и в той зоне. Может быть микросателлитная нестабильность только в зоне субклональной потери экспрессии MSH6. Изредка это может быть ложная потеря MSH6, и поэтому вся опухоль будет микросателлит стабильная. На наше счастье, так как это колоректальный рак, мы можем пользоваться обычной пентаплексной панелью для определения молекулярного определения микросателлитной нестабильности. Вот у нас зона перехода опухоли, в которой, так сказать, нет потери экспрессии в опухолевых клетках, в, так сказать, зону опухоли, где есть потеря, да, прям соседние опухолевые железы расположены, так сказать, и мы видим, что в одних сохраняется экспрессия, в других есть. То есть здесь молекулярный тест обязателен, но мы обязаны репортировать это как потерю экспрессии MSH6. То есть это DMMR, MMR Deficient Tumor, да, и да, субклональная. В ответе нужно писать субклональная, но это, как мы уже видели в табличке в нашей презентации, это потеря. Ну и в заключение, финальный случай, достаточно любопытный, это тоже рак тела матки, эндометриоидная аденокарцинома, достаточно типичного строения, где ферменты репарации распределены следующим образом. MLH сохранен, опухолевые клетки окрашены ярче стромальных, ПМС2 в этих же участках сохранен, опухолевые клетки окрашены многие ярче стромальных. MSH2 сохранен, опухолевые клетки окрашены многие ярче стромальных. А вот MSH6 уже с птичьего полета видна такая зональность, какая-то змеевидность и так далее. Паттерн достаточно интересный. Ну, во-первых, в этой эндометриоидной аденокарциноме огромное количество опухоль-фильтрирующих лимфоцитов, что вообще обычно ассоциировано с микросателлитной нестабильностью все-таки, потому что обычная классическая эндометриоидная аденокарцинома пожилых женщин, но она не иммунная, да, она гормонзависимая. И здесь во многих ядрах наблюдается потеря экспрессии MSH6, но при этом не полная потеря, да, то есть не полное выпадение MSH6. Неоадъювантной терапии у этой пациентки не было, поэтому на этот факт надо обратить самое пристальное внимание. Этот случай можно репортировать либо как сомнительный, либо как частичную потерю, требующую молекулярного подтверждения. Методом ПЦР с пентаплексной панелью это делать бессмысленно. Это можно сделать только методом НГС, с одной стороны, но с другой стороны, я бы рекомендовал не только упираться в определение самого факта микросателлитной нестабильности. Здесь, конечно, обязательно нужно еще посмотреть наличие или отсутствие мутаций в генах полимеразы эпсилон или дельта. И вот почему. Если мы видим в опухолях тела матки субклональную потерю каких-либо из ферментов репарации, то обычно это является признаком сложных молекулярных нарушений. Это может быть и спорадические молекулярные нарушения, это могут быть и молекулярные нарушения при синдроме Линча, и вообще, так сказать, никаким образом даже не связанные напрямую, так сказать, с, ну, как бы первичной патологией генов ферментов репарации неспаренных оснований. Но вот одна из самых последних работ 23 года в American Journal of Surgical Pathology опубликованная, то есть, в общем, это работа очень высокого качества, где было детектировано несколько ситуаций с очаговым выпадением ферментов репарации ДНК. 3 аденокарциномы Grade 1 с субклональным выпадением пары MLH1-PMS2. Это вообще-то достаточно редкая ситуация, когда субклональное выпадение MLH1-PMS2 и при этом сохранна пара MSH2 и MSH6. Но во всей опухоли было классическое метилирование промотора MLH1, не было никаких герминальных мутаций ни в MLH1, ни в PMS2, и, соответственно, так сказать, вот просто по какой-то причине в одном из опухолевых клонов, несмотря на метилирование промотора, сохранилась экспрессия MLH1-PMS2. То есть это обычный спорадический эндометриоидный рак тела матки, так сказать, пожилых, обычно постменопаузальных женщин, там low grade, low stage, то, что называется, и при этом, так сказать, вот такой нетипичный паттерн. Мы достаточно редко его наблюдаем там, в операционном материале.
Иногда из-за атипической гиперплазии, так сказать, могут быть какие-то ошибки или из-за наличия еще полипов в соскобе, так сказать, вот там сложности в интерпретации. Была очень интересная эндометриоидная аденокарцинома Grade 3 с субклональной потерей изолированной ПМС-2, у которой была мутация полимеразы эпсилон. И она привела к тому, что вот в этом компоненте, в этом субклоне с изолированной потерей ПМС-2 наблюдались соматические мутации как в гене ПМС-2, что, собственно, привело к его укорочению и потере экспрессии, так и в гене MSH6. Но мутации в гене MSH6 не сопровождались иммуногистохимической потерей экспрессии белка. По крайней мере, потерей экспрессии того эпитопа, к которому у нас антитела. Поэтому я и говорю, что при субклональной потере ферментов репарации обязательно, если мы делаем НГС, в нашу панель должны входить гены полимеразы эпсилон, лучше еще и полимеразы дельта. Еще один случай с дедифференцированной карциномой, с субклональной потерей MSH2 и MSH6 и полной потерей MLH1 PMS2. Но MLH1 PMS2 понятно почему. У них был метилирование промотора. Да, то есть, в общем, в этой опухоли есть микрослить нестабильность, полная потеря MLH1 и PMS2. Вот такие случаи есть и у нас тоже, мы наблюдали такие случаи. И при этом субклональная потеря MSH2 и MSH6. Было обнаружено, что в обоих компонентах опухоли были еще дополнительно найдены мутации PMS2 и MSH6. В гене MSH2 не было молекулярных нарушений, при том, что субклональная потеря экспрессии наблюдалась. Ну, то есть не было как бы изученных. Может быть, там было метилирование промотора MSH2, может быть, там были крупные делеции, которые как бы авторы не исследовали, но при этом непонятная ситуация, так сказать, обычно крупные делеции все-таки они герминальный характер носят, да, ассоциированы с синдромом Линча. Хотя описано несколько случаев с соматическими мутациями генов MSH2 и MSH6 с потерей их экспрессии. Поэтому, так сказать, есть соматические мутации в гене MSH2, это не 100% синдром Линча, и, может быть, здесь были какие-то соматические, которые просто в этом исследовании не были обнаружены. Но и был случай с дедифференцированной аденокарциномой с субклональной потерей экспрессии MSH6, и при этом были и соматические, и герминальные мутации в гене MSH6 в обоих компонентах. Да? Но, так сказать, в зоне с потерей белка с большей аллельной частотой. Вот это очень важная история. То есть на самом деле, когда мы видим субклональную потерю ферментов репарации неспаренных оснований, мы тоже должны репортировать ее как потерю, указывая, что она носит субклональный характер. И при этом мы не можем высказаться о тех молекулярных нарушениях, которые лежат в ее основе. Все-таки, если у нас полная потеря MSH2, MSH6, мы можем заключить, что, скорее всего, это у пациента синдром Линча, потому что соматические мутации в гене MSH2 – это единичные случаи, описанные вообще в мире на всю, так сказать, общемировую популяцию пациентов с микросателлитной нестабильностью. Но если мы видим субклональную потерю MSH2 и MSH6, мы не можем высказаться ни о чем, потому что могут быть очень сложные молекулярные нарушения и с герминальными, и с соматическими мутациями, с мутациями полимеразы эпсилон, с мутациями полимеразы дельта. Да, то есть, в общем, так сказать, при субклональных потерях они обязательны для репортирования, и никаких комментариев относительно предполагаемых молекулярных нарушений мы высказывать не можем. Я думаю, что вот эти две истории, атипичные паттерны как бы окрашивания MLH1 при окраске на винтане системы детекции OptiView, использовании клона M1, да, и субклональные выпадения – это те два дополнительных, так сказать, как бы типа экспрессии ферментов репарации неспаренных оснований, которые мы не разбирали в первом видео и которые, так сказать, я думаю, теперь дополнят для вас картину возможных, так сказать, ситуаций, которые встретятся вам на столе, когда, так сказать, туда лаборант или регистратор принесет стекла, так сказать, окрашенные для определения микросателлитной стабильности, дефицита ферментов репарации неспаренных оснований. И теперь вам будет значительно проще справляться с этой историей. Спасибо за внимание.